Друзья, всем привет! Любые гималайские экспедиции, да и просто треки начинаются не где-то среди высочайших вершин планеты. Они начинаются прямо здесь, в шумном и пыльном Катманду. Перед тем, как отправляться в горы, в столицу Непала, нужно сделать 3 главные вещи. Первое, что нужно сделать, это побриться и постричься у местных бродобреев. Параллельно с бритьем поют масалой. Кроме этого, сделай меня усатым. Очень смешно. Итак, второе, что нужно сделать перед выходом в горы в Катманду, это скушать местное непальское блюдо далбат. Нам сейчас принесли. Блюдо состоит из дала, это чечевичный супчик, и бата, а также некоторые дополнения. Бывает chicken карри, бывает fish карри, veg карри, то есть овощное или мясное карри, которое добавляется сюда. Кроме этого есть овощи, есть какие-то пиклсы, есть курт, такой вот белый молочный какой-то йогурт, который используется для того, чтобы перебивать остроту основного блюда. Основная фишка далбата в том, что это блюдо никогда не заканчивается. Когда вы съели свою порцию риса, попросите, вам принесут добавку и будут приносить добавку до тех пор, пока рис не закончится на кухне или пока вы не наедитесь. Берем чикен карри или другое овощное карри, которое у вас есть, и ложкой. Ну, вообще далбат трушные непальцы едят руками. Но поскольку мы еще не настолько они полели, да, будем кушать его прибором. Поливаем рис. Можно степень остроты регулировать количеством карри, которое ты положил в рис. Немножко мешаем. И кушаем. Очень вкусно. Yes. Вот нам только что принесли салат в непальском стиле. Нарезанные овощи крупными кусками. Посередине зеленый чили. Берем, макаем и кушаем. Ох, друзья, осталась самая важная и самая неприятная часть сборов. Нужно все вещи, которые мы привезли с собой в Непал, которые докупили здесь в Катманду, собрать, уложить в баулы, при этом ничего не забыть, максимально зарядить все наши пауэрбэнки и аккумуляторы, и завтра уже вылетать в Луклу навстречу настоящим Гималаям. Amada belum climb. Good luck. Мы прилетели наконец-то в Луклу, и на этом самый тяжелый этап экспедиции закончен. Дальше самый страшный. Дальше восхождение на Island Peak и Амада Блам — это просто мелочи по сравнению с этим перелетом. Так и есть.
Сегодня выдвигаемся в Намче-Базар, столицу шерпов, и по пути нам открылась первая снежная вершина Тамсерку, высотой 6623. Национальный парк Сагарматха. Тут выдаются пермиты, ребята проверяются на наличие, а там вам надо за них заплатить. Хиллари, высота над пропастью около 100 метров. Один из самых больших, бесспорно, самый знаменитый подвесной мост в Непале. Все вы его видели в фильме «Эверест». Сразу после моста Хиллари начинается крутой и затяжной подъем к Намче-Базару. Примерно 600 метров набора высоты и 1,5 часа хода. Без акклиматизации тут уже появляется одышка и высота чувствуется. Быстро бежать не получается, приходится немножко замедлять темп. Нубцы. Впервые открылся вид на Эверест на пути к Намче-Базару. Это вызывает большой ажиотаж. Сам Эверест еще видно не сильно, но вот там эта маленькая пирамидка, это он. 40 километров до него. Ну что, вот мы и дошли на Намче, столицу шерпов. За последние годы оно очень поменялось. Появились водопадики, обновили после землетрясения ступу. Здесь мы проведем 2 дня для лучшей акклиматизации. Вот Намче. В прошлом году здесь построили врата, которых Маша не видела, хотя говорит, что видела. Сам городок находится в такой вот долине, в своеобразном горном цирке. Так, друзья, давайте знакомиться с участниками группы. Всем привет! Это Юра. Куда ты ходил уже? Вкратце. Ой, где мы только не были. Эльбрус, Казбек, Белуха, Ленина, Охас. Это Степа. Всем привет, я с Новосибирска. Сюда тоже пришел посетить в гости Амадаблам, Island Peak. Вот. До этого в горы немножко уже ходил. Казбек, Эльбрус, Алтайские горы. Вот, ну, в этом волшебном месте первый раз. Неля. В 2016 году она уже проделала этот путь. Иди сюда, расскажешь. Как по сравнению с 2-летней давности переходом? Ну теперь-то я знаю. Я иду еще медленнее. Мне кажется, ты идешь быстрее. Легче, наверное, стало, да? Легче. Ну, ты меньше сколько? 8 походов за 2 года. Восхождений. Да. Эльбрусы, Казбеки, Мерапики, Кайласы. Просто нужному гиду сразу попала, который привил любовь, затащил всех тут в кулуары. Теперь я тут. Обратного пути нет, да? Обратного пути нет. Давай, это Наташа. Всем привет. Она с кулуаром уже давно. Да, уже лет так 6-7. Да, ходила куда уже? На Конкагуа. Матерхорн, Монблан 2 раза. Ну и трекинги всевозможные. А сейчас идет на Амадаблам. Island Peak сначала, Сначала Island Peak, потом Амадаблам. потом посмотрим. Как думаешь, Что думаю? получится? Я я в это верю и надеюсь. Хорошо. Так, это Сережа, да. Сережа. И с кулуаром это у меня впервые. Вот, Ты раньше всегда сам ходил, да? Да, сам, ну или там с друзьями. Как бы.
Ну и планирую как бы попасть на Island Peak. Посмотрим, конечно, как получится. Но, я думаю, все будет окей. Это Маша. Ага, всем привет. Маша идет на Island Peak и Амада Блам. Что я с кулуаром иду в свой третий поход. Первый был в Карпаты, второй на Килиманджаро. И вот сейчас в Непал. Маша была нашим координатором по восхождениям. И ходила. Куда ты ходила? Расскажи. Да, я поменяла работу и начала работать в кулуаре. Была координатором, менеджером по восхождениям. До кулуара я, в принципе, увлекалась альпинизмом. Сходила на пик Корженевской, пик Коммунизма, пик Ленина. Пыталась сходить на Манаслу и на Гашербару 2. Это 2 8000. В общем, Маша матерая. Это я. Да, вот иду с компашкой хорошей. Вон гора отсюда видна. Вот, соответственно, есть желание куда-нибудь повыше выбраться, позорче глянуть. Поэтому приложим усилия. Надеемся, что и остальные туда же стремятся. Поэтому нам всех благ и удачи. Вышли на первый Эверест Viewpoint с канонической панорамой. Открывается вершина Амада Блам. Сюда мы пойдем. Вершина Эвереста. Там я был. Вершина Лхотса. Туда я не дошел, но как-то вернулся. Пришли в Эверест View Hotel, место, в которое богатых японцев забрасывают на вертолетах. Только что один из них прилетел, возможно, привез постояльца. Высота 3880. Уже чувствуется горняшка, поэтому тут уже зачастую, даже всегда в комнатах есть кислород. После прогулки на акклиматизацию к Эверест View Hotel и в деревню Кумджунг к скальпу Йети спустился в Намче-Базар сам. Группа пошла с Никитой и с Марином дальше на 4000 к мемориалу Эдмунда Хиллари. Я же сбежал в Намче и решил зайти в местную такую забегаловку. Заказал момо. Вот так вот. Намасте. Бир? Чан. It's rice beer. Okay. Местная хозяйка с удовольствием согласилась поучаствовать в видео и принесла мне мамошки показательно. Beautiful, mama. Beautiful mama. Okay. Good mama. Good mama. None bad. Принесли мне местные мамошки.
Ну что, вот хозяйка, у которой я покушал мамошки. Я? На самом деле было остро и не очень вкусно, но зато очень аутентично, и она очень приветливая. Hello. Hello? Лоджия в Непале. По умолчанию непальская лоджия — это небольшая комнатка, в которой находится только 2 кровати и в лучшем случае тумбочка. Места мало, туалет общий. Чаще всего где-то на этаже, иногда он бывает и на улице. Общее такое правило: чем больше высота, тем хуже лоджия. Но сегодня мы в Навче-базаре, а везде, где есть возможность, мы стараемся бронировать лоджии, в которых душ и туалет находятся в номере. В Навче-базаре такая возможность есть, и сейчас я вам покажу, как выглядит намчевская лоджия. Вот, за шторкой двери. В принципе, тоже ничего особо примечательного. 2 кровати, но с хорошими одеялами и чистыми простынями. Иногда я тут сплю даже без спальников. Есть тумбочка. Есть вешалка, на которую можно повесить свои вещи. На самом деле очень простая вещь, но я не понимаю, почему во многих непальских лоджиях нету этих вешалок. Есть свой умывальник и туалет, вполне приличный. Такая совмещенная душевая комната и с душем. Только что, буквально 5 минут назад, принял душ, он очень горячий, буквально кипяток. В общем, кайфово. 1, 2, 3, 4, 5. Обтирание! Походу, мы часто переходим. В одну раскакивает, им там разные. Гребень, Гребень? маршрут. Квадратное. Дерево. Друзья, доброе утро! Сегодня мы покинули столицу шерпов, Намче-базар, и продвигаемся вглубь Гималаев. Первый наш пункт будет Тянгбоче. Если там будут места на поселение, мы остановимся там, может продолжим дальше. Сейчас тут построили настоящий Himalayan Highway. Впереди вы видите ступу Тенцик-Энергея и нашу цель экспедиции — вершину Амадаблам. Подходим к ступе Тенцик-Энергея. Построена в память первому шерпе, который вместе с сэром Эдмундом Хиллари в 1953 году зашел на вершину Эверест. Сразу за ступой открываются канонические виды: Эверест, Лхотсе и Амадаблам. Если в Намче-базаре вы видели пример одной из лучших лоджий, какие могут быть, то сегодня мы вам покажем одну из самых худших и бедных. Из-за того, что сейчас в Тянгбоче большой праздник шерпов, нормальные лоджии забронировать не удалось. И мы вам покажем вот такую бедную лоджию. Заходим сюда. Здесь одна маленький топчанчик. Заходи. И вот такой вот немножко есть подоконник. На самом деле, может быть, даже без вот этого подоконника, просто вот 2 таких самых простых комнатки. Монастырь Тянгбоче. Здесь сейчас происходит какое-то действо. Пойдем посмотрим. Намасте.
Получаем благословение от монаха на удачное восхождение. Окей, дальний бат. Вот такая веревочка. У меня уже вся рука в таких. Друзья, мы находимся возле монастыря Тянгбочи. Это, пожалуй, самый известный и самый высокогорный монастырь шерпского народа. И только что нам монах на удачу привязал вот такую желтую ленточку. У меня уже таких много, пока работает. Теперь будет еще одна специально для Амада Блама. Сегодня у нас дневка в Дингбоче. Идем на акклиматизацию. Задача подняться на вершинку 5070 метров. Впервые перевалим через пятерочку. Самочувствие у всех хорошее. I won't tell you from a life I want to pay your love to. I stomped on the floodlights and if every high comes down, don't wanna be flooding you now. I won't tell you from the ride, I want to see your eyelids sing. I stomped on my own silence. If every high comes down, I'm kind of afraid of you now. You want to beam the lights on you, so stomp on my own silence. If every high comes down, don't wanna be flooding you now. Ну что, пришли на нашу акклиматизационную вершинку. Высота 5070 метров. Идется комфортно, но на самом деле немножко чувствуется. Фактически на всех непальских вершинах наверху находятся буддистские флажки. На каждом из них написана мантра Ом Мани Падме Хум. И когда ветер их развивает, считается, что мантра возносится ввысь. Таким образом, делая данное место очень намоленным и фактически священным. Так что можно сказать, что вершины гор в Непале священны. Вершины каждой горы. Как вам подъем? Как первые 5000 в Непале? Я думаю, лучше, чем вторые. Мне кажется. Let me share you, let's hum together.
Сегодня у нас такое расслабленное утро. В 9 позавтракали, в 10, наверное, вышли. Небольшой переход к Чукунгу, буквально 6 километров, часа полтора-два ходу. Все очень по-ленивому. Немножко уже хочется на море даже мне. В Непале тестируют новую систему оплаты за лоджи. Перед каждым населенным пунктом стоит чекпост, где нужно заплатить 5000. Дальше уже, в принципе, 500 за комнату. Дальше уже за лоджи не надо платить. В Чукунге чекпост не поставили, поэтому стоит вот такая вот палаточка. А ночуем мы вот в этой лодже. Третью лоджию, которую я вам покажу, можно назвать средненькой, потому что в комнате нету ни душа, ни туалета, но зато сама комната светлая, весьма просторная. Здесь тепло, уютно и хорошо. Вот так вот. Тоже есть две кровати, есть место между кроватями, место для баулов за кроватями, большие окна. Также в лодже есть такой дворик, даже на высоте 4700. Днем очень приятно и тепло. И справа от нас находится дайнинг холл. Вот тоже наклеечка кулуара наклеена, новая. Вот такой дайнинг холл, где все группы обедают. Поскольку лоджа большая, дайнинг холла 2. Второй у нас просто огромный. Вот. Огромный и шикарный. Настоящий ресторан. И это на высоте 4700.